Итак, друзья, смотрите, прошлый ролик залетел просто фантастически. Я вот это от вас и хочу, то есть активность, обратная связь, комментарии. А то, что нравится вам, мне тоже по кайфу. Ну, мы, короче, здесь вот как одна пара. Я от этого тоже фанатею, тащусь. Это другой взгляд на человека, это другое понимание, что такое психика, что такое здоровье. Ну, это будущее, это инновации, за этим все. Поэтому, ребята, вы нигде больше, ни на каком канале это не увидите, ни в Рунете, ни в мировом, нигде. Поэтому давайте сегодня смотрите, о чем поговорим. Там мы поговорили с вами про психику, как она связана с вашими поступками, мышлением, какие у вас проблемы, что такое комплексы, стеснения. Я вам все это донес. Здесь сейчас мы поговорим о другом. Мы поговорим, а что такое вот здоровье, болезни, заболевания, столько всего, проблем у организма, целые больницы существуют и так далее. А откуда это все берется? Допустим, возьмем несколько заболеваний таких и посмотрим на них под другим ракурсом. Я вам покажу настоящую причину. Не симптомы, а именно откуда этот корень, что с этим делать, откуда, убрав одну штуку в теле, ты можешь убрать сразу же несколько заболеваний. Короче, это безумный интересный ролик. Это другой взгляд на человека. Меня зовут Александр Российский. Погнали. People get ready, there's a train a-coming. Итак, друзья, вот смотрите, это скелет человека. И вот у обычного человека, гражданского, гражданина, принято в голове так отложилось, принято считать, что это в принципе и есть основа, как фундамент нашего тела. Но на самом деле, если рассуждать с позиции другого взгляда на человека, то я бы сказал, что основа тела не в скелете, а вот здесь, в нервной системе. То есть именно вот эта штука и является основой того, что мы называем человек. Вот этой штукой живой человек отличается от мертвого. И даже вот, например, тот ваш позвоночник, если вы увидите, то это лишь футляр, защитный футляр. То есть вот у нас есть основной такой стержень, самый толстый, мощный кабель, который подпитывает каждый наш орган, каждую нашу руку, каждую нашу клеточку. То есть вот этот вот главный стержень, и он самый ценный, спиной, мозг. И вот здесь мы его просто прячем в скелет. То есть посмотрите, что такое позвоночник на самом деле. Это как бы такие как защитные бронированные косточки, которые прячут самое главное. Даже вот благодаря вот этому моменту сразу же становится понятно, что позвоночник как бы не костями этими ценен, а вот то, что он прячет внутри. То есть не футляр, не коробка важна, а что внутри, какой подарок внутри этой коробки. То есть здесь то же самое. Окей, смотрите, отлично. Первый момент мы поняли. То есть самое важное в человеке, от чего все пляшет, от чего происходит наша жизнь и так далее, это вот биоэнергия. То есть биоэнергия, и она по-научному называется процессом иннервации, это когда биоток бегает по нашему организму по этим проводкам. То есть любая мысль, любое действие, ты о чем-то подумал, мысль из мозга в виде сигнала идет в руку, в руке она говорит, хорошо, я могу это делать, делает, и посылает обратный сигнал в мозг. Так происходит любое движение. Но это то, что называется сознательная нервная система, то есть ту, которую мы держим под контролем, которая выполняет наши сознательные движения. Она называется соматическая нервная система, то есть от греческого сомос – тело. То есть мы подумали о чем-то, мы и контролируем вот эту самую нервную систему и так далее. Но это лишь маленький спектр того, что мы контролируем. А основа нашей жизнедеятельности называется автономная нервная система. То есть как автономное, нечто независимое от тебя, от твоих желаний и так далее. То есть, видите, сердечко тут должно быть, стучит само по себе. Легкие раскрываются само по себе. И большинство процессов, вы не думаете там, как ваши какашки идут там по кишечнику и так далее. Это все работает автоматически. Вам об этом думать не надо, потому что у вас есть автономная нервная система. Круто. В этой автономной нервной системе существует подразделение на две части. То, что я в своей концепции называю педаль газа и педаль тормоза. То есть для того, чтобы мы были активны, для того, чтобы мы могли решать повседневные задачи, преодолевать стресс и так далее, нам необходимо так, чтобы наш ум и наше тело жили в единстве друг с другом. То есть, к примеру, очень стрессовая, важная для тебя задача, ты где-то на экзамене, у тебя внутри все, начиная от пульса, кровообращения, мозг, все такое. То есть ты максимально включен, чтобы сделать свое задание, то, что тебе нужно. Вот это педаль газа. Педаль газа, то есть она, получается, тебя газует, чтобы ты мог разогнаться и быть как бы на допинге и преодолевать свои проблемы. Но в норме после этого газа должно произойти тормоз.
потому что мы же не какие-то как роботы, мы биороботы, то есть нам нужно внутреннее восстановление, нам нужно, чтобы клетки восстанавливались, нам нужен отдых, нам нужно старые ткани заменить, новые восстановить и так далее. И вот этот процесс происходит во время активного действия так называемой педали тормоза. И вот здесь ключевая проблема пошла-поехала. Вот здесь, вот в этом моменте перехода из педали газа в педаль тормоза, вот в этих моментах происходит проблема. Потому что если нет восстановления, это первый пункт тому, что будет заболевание. Почему тогда нету этого самого восстановления? Почему наш разгон не переходит в торможение? На это есть несколько причин. Есть такие, которые находятся вне нас. Например, то, что человек живет, современный человек живет в очень большой скорости, где мы в телефоне, мы тут в транспорте, вокруг куча людей, давление, вышки, сигналы. То есть это все очень сильно давит на нашу нервную систему, и организму тяжело перестроиться в отдых. То есть если бы мы были где-то на природе, то все бы было сильно легче, сильно проще. Но даже это не главное, ребята, это не главное. Можно жить и в городе счастливо, восстановлено, будучи здоровым и так далее. А главная проблема, знаете, в чем заключается? В том, что вот эти провода, они же подразделяются на два типа. Представьте, что педаль газа – это вот среди этих проводов красные, а педаль тормоза – это зеленые. И вот они вот в этих пучках спрятаны. И, соответственно, они находятся в определенных местах. Педаль газа, вот эти красные проводки, они находятся вот здесь вот. Вот так вот вдоль спины, вот так вот идут они. И еще несколько таких мест ключевых, где происходит следующее. Когда ты испытываешь стресс, страх, тревогу, застрявшую какую-то ситуацию, пережил боль, пережил драму, пережил горе, то остальное тело, которое идет поверх этих проводков, где оно вот спрятано внутри, понимаешь? То есть вот эти все ткани вокруг, они напрягаются. Таково наше устройство организма, что в ответ на что-то неприятное, тяжелое, противное, горе и так далее, мы реагируем сжатием очень сильным. Но после этого в норме должно было бы быть так, что ты сжался, пережил и расслабился. Но, во-первых, горе, оно может быть, ну, типа, какой-то несчастный случай. Никто не ожидал ничего, ребенок маленький и остался без родителей. Это же тяжело как бы психике даже отработать. И получается, человек может так и остаться в таком состоянии. Или, например, любимый человек, ты с ним всю жизнь, там, 20 лет, 15 лет, все твои мысли только как бы сообща, то есть, по сути, вы стали как одним целым, и тут он уходит от вас. Это же как вся жизнь из-под ног выбита. И то есть это очень сильный психологический удар. Это такой удар, который превосходит силу в голове. Такой может быть. Или, например, война, да, то есть человек не предрасположен на такие нагрузки, когда вопрос жизни и смерти стоит каждый день, каждый день, каждый день. То есть в итоге вот это вот сжатие, оно так и остается постоянным. И называется то, что я говорю, поза стресса и страха. То есть поза стресса и страха – это наша специализированная защитная реакция тела. Соответственно, твоя шея пойдет вперед, ты как бы сожмешься, челюсти сожмешь, живот сожмешь. Вот эта поза стресса, страха, она у многих людей вот просто по улице он идет, нету вроде бы оснований для такого, но он уже живет в таком формате, он уже живет в таком шаблоне. Проблема там не в каких-то костях уже дальше будут, когда у него проблемы с позвоночником, не там, а именно с психических этих моментах, которые застряли в физическом теле. И в результате у человека здесь сдавлено, в результате у человека шея вперед туда, вперед. Он как бы колобком практически туда сгибается. В итоге у него все по задней стороне, вот здесь, вот здесь, вот здесь, будет напряжено и сутулиться, идти вперед. Из-за того, что это положение не свойственно нашему телу, оно для него чужеродно, то есть как бы оно не рассчитано на это, то человек начинает жить, ну вот я называю это в своей концепции как бы воспаление нервной системы, то есть педаль газа застрявшая, то есть он застрял в состоянии, которое в принципе считается болезненным, он еще об этом не знает, он еще пока что живет, у него есть ресурс держаться, но это ключевая точка старта, когда запускаются все его заболевания. То есть именно находясь в застрявшем состоянии вот этого газа, у человека начинают дальнейшие все процессы хериться, потому что нету должного кровообращения, нету должного обмена веществ, нету должного правильного сигнала нервной системы к точке, и человек попадает во внутреннее состояние такой войны.
то есть во внутреннее состояние, где уже вот в это неправильно действующий механизм начинают попадать извне вирусы, микробы, паразиты и так далее. То есть вот в чем ключевое, ребята, поймите, как устроен человек. Все болезни – это лишь уже следствие одного главного момента внутри тебя. То, что ты застрял из-за первично психической травмы, горя, проблемы, ты застрял, и в твоем теле теперь напряжение и зажимы, которые мешают тебе правильно регулировать кровообращение, иммунитет и все остальное. Понимаете? Вот теперь уже хоть чуть-чуть как это начинает работать. Окей, идем дальше. Допустим, вот смотри, если бы ты вот здесь получил зажим, вот представляешь, смотри, вот у тебя тело, оно вот 1,75 м, допустим, роста, да? То есть получается вот эта вот прозрачная пленка, этот фасциальный кокон, вот эта вот пленочка, вот, она же у тебя, видите, она же по всему телу идет, по всему. Хорошо. А если вот она в ответ на страх, на стресс сжалась, и вот здесь получается в животе оно как бы, знаешь, как постоянным напряжением. И то есть оно должно было быть 20 сантиметров, а из-за того, что оно вот так вот спрессовало, сжалось, оно стало, допустим, 15 сантиметров. Что это теперь означает для тебя? Это означает для тебя, что если где-то стало меньше, значит где-то не хватит. Потому что закон математики, физики, сохранения, если где-то меньше, значит где-то не хватит, потому что из одной копилки. То же самое ноги. Ты испытал зажатый страх, твои ноги напряглись, чтобы убегать. Ты никуда не убегаешь, потому что никуда ты, например, от ипотеки не убежишь. То есть она с тобой всегда. Или от развода ты не можешь убежать. Ты просто находишься 2 года в этом состоянии. Вот в этом раздоре внутреннем. Соответственно, твое тело из-за психических проблем, отклонений начинает уже физически коверкаться. И если, как я говорю, вот здесь жало и так далее, что будет происходить? Будет происходить следующее. То есть, например, если в животе вот здесь вот пережало, и он стал меньше, это значит, что где-то вот здесь, на обратной стороне, вот так вот провести, на обратной стороне, примерно начнет болеть поясница. То есть речь о том, что у человека постоянно болит поясница, постоянно болит шея, постоянно болят какие-то вещи. Но это единственное, ребята, все, что значит, вот слушайте меня очень внимательно. Если у тебя болит где-то поясница, то я тебе могу сказать так, это единственное, что означает, что проблема не в твоей пояснице, понимаешь? А проблема всегда в противоположной стороне, вот здесь. Не только из-за этого, но вот одна из популярных – это то, что человек застрял на страхе, на стрессе, у него в животе мало ткани фасциального кокона. Из-за этого начинает болеть поясница. Вот такой вот момент. То есть болит там, где мышца или где ткань выполняет нагрузку за двоих. Или там, где вот этот кокон перекошен, то есть этот участок тела должен быть на уровне живота и на уровне поясницы, а из-за того, что тут сжалось, тут тоже поджалось, и получается ткани перетягивают, они не на своем месте, они как бы пазы не в пазы не заходят, и начинается там боль. Все. И получается, любое психологическое напряжение, оно вызывает в теле напряжение и еще больше усиливает нашу боль. Именно поэтому, например, у тебя проблемы-то психологические есть, но не всегда. И боль у тебя есть, но не всегда. В один день ты просыпаешься, у тебя более-менее все как бы, ну типа чувствуешь себя нормально. А в один день встаешь утром, у тебя сразу же все болит. Вот почему, если бы это все зависело только от здоровья, почему бы было так? Ты об этом задумывался когда-то? Ты задумывался о том когда-нибудь, что, допустим, даже сломав ногу, она болит всего лишь там, ну не знаю, 2 месяца, и все, и потом оно как бы перестает болеть. А каким образом тогда может быть такая штука, называемая как хронической болью? Типа у человека там шея болит 10 лет подряд, ну то есть ну, с маленькими перерывами, но 10 лет. Это потому что значит, что есть какие-то обстоятельства в теле, которые делают эту боль в шее постоянной. А теперь вот, когда я тебе уже рассказал то, что рассказал, ты же уже сам можешь ответить на вопрос, почему болит шея у человека. Потому что все, что ниже шеи, вот ноги зажаты, живот зажат, и получается здесь вот снизу доверху не хватает вот на этом участке, потому что это конец уже человека, не хватает, и начинает давить вот здесь и в шее, потому что не хватает натяжения вот этой пленки, она натягается и все, и начинает давить, передавливать. Окей, смотрите, как интересно дальше, как мы сейчас перейдем. Красиво и интересно. Вот говорите, шея передавливает, да? А вот смотрите,
Видите, у человека мозг вот здесь находится. Мозг – это наш компьютер, наша база, наше все. Чтобы этот мозг питать, вот они, есть толстые артерии, смотрите, заходит раз, заходит два, заходит 3, заходит 4. То есть, по сути, 4 дороги существуют только для того, чтобы доставить кровь в мозг. Без крови мозг не способен работать даже вообще нисколько. То есть, как только прекращается поступление крови, мы это называем потерял сознание. То есть, пух, все, мгновенно выключился. 5 минут без крови, человек умер, мозг начал отмирать, он уже не заведется дальше. Соответственно, кровь заходит, а то, что заходит, должно выходить. Правильно? Правильно. Вот оно. Выходит. Выходит так же самое. Тоже 4 пути. Раз, два, три, 4. То есть зашло, вышло. Если заходит столько же, сколько выходит, ты чувствуешь себя гармонично и классно. Но если вот эти самые зажимы, о которых мы говорим, от этого напряжения, посмотрите, где оно находится. Оно же находится не в космосе, а вот они проводки. Раз, два, 3, 4, да? А еще сверху вот добавьте вот этот фастальный кокон. Шлеп, который просто вот так вот, как, знаете, вот в напряжении просто делается, вот так зажимается. В итоге от напряжения твоего, от того, что не хватает ткани снизу доверху, вот эти все моменты, вот здесь, их пережимает. Может пережать в челюсти, если ты испытываешь какой-то гнев, ярость застрявшая вот здесь. Может полностью просто не хватить, как бы, как я говорю, тканей, и оно начнет давить здесь. Короче, суть в том, что вот это натяжение здесь, нехватка всего, называется людьми болит голова. То есть что такое болит голова? Всегда все болит голова. Вот это и называется болит голова, когда неправильно заходит и выходит, когда есть разбалансировка этих явлений. Когда темно в глазах, человек встает. Это вот как раз из-за того, что пережато и неправильно оно неравномерно доходит кровь. Оно то скачками, то наоборот не хватает. То есть вот это все. А такая штука, как паническая атака, которая принято называть абсолютно психологической. То есть, например, если ты скажешь, что у меня паническая атака, тебя направят к психологу. И психолог будет с тобой разговаривать, как будто это проблема психологии. Но это с таким же успехом давайте отправлять зубную боль тоже к психологу. Нет, это физиологическая проблема, это физиологическое пережатие. Это как раз вот эта вот проблема отправной точкой является то, что человек находится в застрявшей ситуации, когда его тело уже взорвано, уже педаль газа, уже разогнанный. И вот в этой ситуации у него еще и вот здесь вот все зажимается, сковывается, и у него есть вот этот первичный импульс для страха. То есть наш мозг реагирует вот таким образом, то есть ему как бы некомфортно, он дает много сигналов. А когда ты разогнанный и тебе много сигналов, это вызывает внутреннюю панику. То есть тонкокожий человек, посмотрите ролик, если интересно, на канале, то есть, скажем так, высокочувствительный человек, это человек, которому дано по природе, по Богу, видеть вокруг все очень много, подмечать чувства других людей и так далее. Но когда он находится в стрессе, то его внешний локатор, который оценивает мир, он как бы разворачивается вовнутрь и начинает вот с такой же пристальной штукой смотреть внутрь себя. Ой, что-то у меня не то, ой, что-то у меня тут пережало, ой, что-то у меня тут кольнуло, ой, что-то у меня тут потемнело. И он уже на психике раскручивает вот этот страх. Но важно понимать, что он не с пустого места берет страх, а уже из того, что у него зажато. Не будь у него зажато, он бы даже и не вспомнил, не подумал про это. Поэтому все-таки первично нужно убирать именно из тела, убираешь зажимы, и перестает вообще быть сама база, почему у тебя это, допустим, паническая атака происходит. То есть поговорили о боли в теле, о боли в голове, поговорили вот о панической атаке, например. Что вам еще рассказать? Рассказать, например, можно о каких-нибудь проблем по типу артрит, то есть по типу проблем вот с какими-то суставами и так далее. Вот подумайте, что это такое? Вот от чего это зависит, почему эта поломка происходит? Я вам могу подсказать, а вы вот сейчас пойдете дальше думать. Тело Творцом создано так, что оно выстроено все правильно, все четко, как бы этажами, знаете, все ровно. Но, как я вам сказал, из-за того, что там пережало, тут пережало. Это что значит? Что, например, живот пережало? Да. Он подтянул ткани бедра туда вверх немножко. Все. То есть разбалансировка. Пошел перекос таза. То есть пошли неправильно эти штуки, этажи. И получается эффект Вавилонской какой-то башни. То есть для того, чтобы ты все-таки мог стоять прямоходяще, то если снизу вот смещено вправо,
то слева будет смещено слева. Это как детский конструктор. Если ты выставишь кубики, вот они неровно идут, и ты начнешь ставить кубики, она завалится. Поэтому человек начинает ставить в противовес. Хоп-хоп, хоп-хоп. Получается, этот противовес на уровне спины, на уровне позвоночника называется сколиоз, например. Вот, окей. На уровне суставов, то есть по уровню нашего тела, это называется перекосы, типа таз неровно и так далее. А если этот таз неровно на протяжении 15 лет, то ты, получается, ходишь, и каждый раз, каждый твой шаг, это травмируется, потому что оно ходит не так, как надо, а получается чуть-чуть с перекосом, с наклоном. То есть не под тем углом, не под тем напряжением, не под тем всем, как должно быть. Это первичный момент важный. А второй момент, это то, что зажимы же, как они? То есть вот зажим, а под ним, вот если мы сейчас уберем, то есть, например, вот здесь. Это же место не просто как кость оторвана вообще и в космосе находится. Она находится в конкретном месте. То есть это место конкретно вот кровеносные, крупные, видите, вот оно, подводочки. Вот они, кровеносные все, питают, лимфатические, то есть которые мусор выгоняют и так далее. То есть все должно работать как часы, и тогда, ну, типа, будет сустав ухаживаться, и все будет как надо. Но когда нету в моменте здесь зажим и нету должного кровообращения, ведь оно перетягивает, пережимает. И получается, что этот участок, как знаете, как вот прикиньте, страна, и в ней есть вот как в России есть Калининградская область. И вот представьте, да, то есть туда не поступает как бы ничего, ни еда, ни финансирование, ничего, там хаос, временно хаос образуется, потому что нет управления. Нервная система не может управлять этим участком бедра, потому что там все пережато, там грязно, там хаос, там все начинаются проблемы. Ну, сколько бы при таком раскладе, например, город бы мог прожить и вообще участок земли мог прожить. Вот то же самое происходит и внутри организма. То есть то, что не контролируется, там, где нет должных обменных веществ, из-за того, что зажимы там, а зажимы из-за того, что психически ты там имеешь ограничения, блоки, тебе нельзя. Скажем так, тазобедренный, это же еще как бы к психике привязано, то есть по психике тебе нельзя, это секс, запретно, грязно и так далее. Связано еще с воспитанием, с тем, что ты позволяешь, себе не позволяешь. То есть, понимаете, это все сплетено. Психологические зажимы, как в виде твоих установок и неврозов, и физические кровообращения, и все это вместе. И оно вместе соединяется все в одну структуру, где уже дальше может развиться и какой-то паразит, и какое-то просто застойное явление, и просто недостаточно регенерации тканей, потому что там ее нету, потому что все, этот участок не подчиняется мозгу. Мозг даже не видит этот участок должным образом, потому что вот эта нервная система, эти желтые проводки, они передавлены и не доходят. То есть вы понимаете, что вся, по сути, любая ситуация, вот куда мы не возьмем в теле, она связана с тем, что туда не доходит проводок, то есть туда сигнал не доходит, а, соответственно, не приходит должное кровообращение и все, и все. И первично это все упирается именно в зажим, потому что зажим блокирует это все. То есть ведь это же называется другой взгляд на человека, ребята. То есть это же совершенно по-другому ставит революционно и инновационно вообще весь подход к психике человека, к медицине. Это вызов вообще в другую реальность. Это через 30 лет станет новым мировым порядком, новым мировым укладом, потому что, ну, типа, ты можешь благодаря этому достичь результатов, тех, которые вообще считаются невозможным с точки зрения классического. Вообще невозможным. Какие-то панические атаки, те, с которыми люди живут десятилетиями, на транквилизаторах и так далее, это убирается за одну неделю. Причем не мной даже, а людьми, просто на потоке даже у меня на создателе. Просто повторяют и убирают. Я вообще бы это за один раз сделал, за один раз убрал. То есть психологические какие-то изменения, как я вам в прошлом ролике говорил, комплексы и так далее. Никаких не нужно годовых сессий, где ты там ходишь каждый день по 2 раза в неделю, там ходишь, топчешься в болоте. Нет, это по-другому. Мы не идем в прошлое топтаться, мы устраняем зажатый импульс в теле, и тело само все дальше автоматически запускается и работает как надо. Понимаете, тело, у него внутреннее устройство таково, что оно само знает, что ему нужно делать. Само. Оно просто не может управлять собой из-за того, что там застрявшие состояния, застрявшие зажимы. Убираешь с педали газа в педаль тормоз, убираешь зажимы, которые локально в моменте заболевания, в моменте вот какого-то больного органа или больного участка тела, даешь еще дальше потом правильное питание, адекватное, и все. И вот оно и есть рецепт здоровья. То есть не оторванного от реальности здоровья, а такого, что ты бы сегодня назвал сверхчеловек. То есть это какие-то, ну, типа, все, тело тебя слушает, ты можешь танцевать идеально, спортом заниматься идеально. То есть ты как бы, ну, сверхчеловек.
Потому что посмотрите, какие все корявые взрослые, какие они такие неуклюжие, какие все. Что с ними не то? Вот вы не задавались вопрос? Почему все молодые садятся на шпагат, маленькие дети, а потом они вот уже превращаются в такие, которые просто как косолапые медведи ходят? Что заставляет вот людям таким быть горбатыми, косолапыми и так далее? Это ведь все и есть зажимы. Вы типа, когда вы вообще эти знания впитаете и очистите себя, вы будете вокруг видеть другой мир. Это как, знаете, как в «Матрице» проснулся, и ты понимаешь, ты видишь по-другому. Ты смотришь, я иду, впереди меня девушка. Нормального мужчину интересует смотреть там на определенные места в ее теле и наслаждаться. А я смотрю на то, как у нее стоит стопа, потому что я понимаю, что у нее огромная проблема, стопа ушла вниз, и, соответственно, она ходит, и вот у нее там через 15 лет будет проблемы с коленом. То есть я вижу это все, я не могу это не видеть, потому что у меня внутри дополненная реальность. Знаешь, как знание, оно вот так вот просто, я через него вижу, это как линз, дополненная реальность. Я вижу, что с тобой происходит, как вот этот вот стесняется, почему, у этого обида на мать. Я это все вижу в человеке, понимаешь? И это все я ничего не скрываю, а обучаю и даю. Это называется другой взгляд на человека, моя знание, моя концепция. Есть книга, которая этим вот непосредственно там от начала до конца 300 страниц вот этих знаний по порядочку, по полочкам. И есть проект «Создатель». То есть в книге там нету практики, потому что она, цель ее, ну невозможно практику рассказать буквами, это тупо. Практику надо видеть на видео. Но чтобы перейти на видео, нужно понимать теоретическую базу, нужно понимать вот, что я вам говорю вот здесь сейчас. То есть примерно так же нужно понять вот по этажам, как оно все работает. И когда ты это все поймешь, то дальше ты уже можешь переходить непосредственно к починке себя. Это на проекте «Создатель». И то есть там вот прям на уровне такого, мы снимаем, допустим, с живота, зажимы живота. Я объясняю все по порядку, откуда появились, зачем, куда это приведет тебя, если ты снимешь, что с тобой будет, как изменится твое лицо, все закономерности, все объясняю. И после этого просто прям показываю на видео, делать вот так, вот так, вот так, с такой-то интенсивностью, с такой-то мыслью в голове. То есть я полностью объясняю как ребенку, человек повторяет и все. Перейдите, пожалуйста, перейдите на телеграм-канал, вот если вам интересно, и посмотрите сотни людей до-после, измененные лица, тысячи, ну там типа, я не знаю, всего точно 1000 есть. Я выложил, просто я не выкладываю все, чтобы не спамить, но это бесконечное количество вот этих сообщений, в которых типа спасибо, гениально, ты изменил мою жизнь, у меня здесь, я перестал это, у меня здесь были проблемы, я здесь имел проблемы. Это все просто исчезает. Вот во всех сферах жизни, которые только вы мне можете сказать, представить, в отношениях, в работе, не могу отказать, деньги, комплексы, секс. Во всем этом невероятные у людей сподвижки, изменения на до и после, потому что нету отдельных частей, потому что это все целостное. Потому что, как я вам говорю, если я вам уберу блок на сексуальность, то у вас, получается, начнется что? Вы начнете сексом заниматься свободно, как хотите, а не в голове и как надо. У вас тем самым здесь разблокируется и начнутся восстанавливаться тазобедренный состав, потому что это все об одном. Потому что психика не оторвана от этого. И в целом, то есть у вас какие-то проблемы там всякие, типа там молочницы, все, что связано с заболеванием по-мужски, по-женски, то есть это начнет проходить, потому что когда там появляется биоэнергия должная, по всем этим проводкам идет, оно само себя отрегулирует, и тебе не нужно пить какие-то антибиотики или еще что-то, себя убивать. Оно само восстановится, если будет правильная база, правильный фундамент. И вот такой охеренный ролик, ребята. Типа, я не знаю, если ты после этого смотришь и такой не видишь в этом ничего, то значит ты, ну, ты какой-то пустой. Я вот честное слово, то есть это не оскорбление, а просто когда вот настолько как бы гениально и по-другому, а ты такой, ну да, понятно, и что? Вот это вот, когда я слышу вот это вот и что, то у меня сразу, знаешь, внутри что-то опадает, и такое кажется, господи, как так можно в такой пустоте жить? То есть тебе, блядь, открыли вообще картину мироздания, мировоззрения, всего-всего-всего, а ты такой, ну да, прикольно. Понятно, что это зажатые, забитые люди, понятно, что у них там в голове, условно говоря, там, как прожить до завтра, а не о том, чтобы что-то там, знаешь, как бы о великом, да, как бы. Но все равно это не оправдание, потому что я знаю куча людей, вот тонкокожих, думающих, открытых, которые, неважно в каком положении находились, я сам такой же человек, если я вижу что-то гениальное, то меня прям вот аж как разрывает изнутри. И все, и для меня уже нет преград дальше. Я хочу это, все, меня не волнует, я просто иду туда. То есть уже остальное, ресурсы и все остальное, это уже вторично, меня это не интересует. То есть если это настоящее мое, у меня тут вибрирует, горит, отвлекается, я по сторонам не смотрю, меня не интересует. Я это просто иду и делаю. Я ищу именно таких людей,
таких бриллиантиков, которые в этом видят все. Тех людей даже, которые, может быть, сейчас занимаются чем-то уже схожим, а-ля психологи, массажисты всякие и так далее. Ребята, вы теряете время, вы теряете во всех смыслах деньги свои, чеки, у вас вот все отстой. Вы просто со всеми одинаковые. Вы вместо этого могли бы давать людям настоящий результат и ставить чек, который вы хотите, любой. Любой чек, потому что, ну, когда ты даешь такого уровня результат, люди платят, люди идут, люди молятся, люди благодарят. Мой сеанс стоит 20 тысяч евро. Ко мне люди летят со всего мира. Почему? Потому что им делать нехер, что ли? Потому что только я могу дать им этот результат. Понимаешь почему? Потому что никуда. Есть люди, у которых деньги не проблема вообще. Но у них есть куча внутренних проблем. И они к тебе прилетят куда угодно. Потому что они хотят вот это получить. И оно стоит даже не этих денег, а любых денег. Потому что если у тебя нету внутри вот этого вот состояния благополучия, здоровья, баланса, счастья, то тебе ничего не радует. Никакие машины, дома, ничего. Вот как оно работает, ребята. И я вам не говорю про ваши, что у вас будет такой же чек. Не будет, потому что я создатель этого всего. Но, скажем так, чек а-ля вместо 2000 брать 20 тысяч рублей, это элементарно. Уже у меня куча людей, которые так делают. Куча людей, которые пошли своими стопами. У меня нет официальных учеников, потому что я не беру такую ответственность на себя. Я должен в человека вложить, чтобы говорить, это мой ученик, мой последователь. Таких у меня нету. Но есть куча людей а-ля самоучки, которые прошли создатель и дают людям результат. Я вижу их до-после, я вижу их расклады. И меня это тоже радует. Я понимаю, что мир становится с ними лучше. От души, ребята. Мотивировал, рассказал. Цикл вот такой у нас интересный получился. Психика, сейчас вот физика. И дальше я хочу от вас в комментариях узнать, услышать, куда вам интересно идти. То есть мне кажется, что вот этот формат, он самый мощный. То есть здесь интеллектуальное сплетается с инновациями, с концепцией. То есть я вам не только просто на словах, а я вам показываю и тут же рассказываю. Все четко, подробно. Я вот хочу знать, что вам интересно, куда вам еще рассказать, о чем вам говорить, что показывать, какие проблематики. То есть что вас беспокоит, как это с позиции другого взгляда на человека. Вот эти все вещи давайте точно так же бодренько расскажем это все в комментариях. И типа, если будет точно так же, как прошлый ролик мощно пойдет, будет еще видео, еще лучше, еще интереснее. Потому что вы мотивируете меня, а я даю вам вот эту всю благость. И это все абсолютно бесплатно, как вы видите. Будьте здоровы, друзья, берегите себя. Пока.